Громкие перестановки в Кремле. Человек, которого обвиняли в саботаже и предательстве, бросает Путина. Кто пошел против? Зеленский идет в отказ. Обвинения Банковой в срыве договоренностей. Заявление из Москвы. Зеленский же отправляет ответ и говорит о причинении России боли. Детали. Западу придется заплатить огромную цену за создание бесполетной зоны над Украиной. Американская пресса пишет о возможном провале НАТО, который может стать посмешищем. Почему? Сеть агентов, в которую входили россияне, украинцы и жители стран Балтии, накрыли в Европе. ЕС заявляют о возможных терактах, где должна была прогреметь серия взрывов. Британцы заявляют, что Путин готов нанести удар по инфраструктуре Лондона и для этого имеет детальные карты. О чем речь? Официальный приказ. Россия выводит войска. Ядерное оружие Запада у границ России и Беларуси. Прогноз президента Казахстана о приближении ядерной войны, а также заявление француза, который попросил депутатов не размножаться и отправил им 600 презервативов. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. В Литве накрыли сеть агентов, которые готовили серию терактов по всей Европе. Среди подозреваемых 15 человек. Это граждане России, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом пишет издание LRT. Генпрокуратура Литвы и Криминальное бюро заявляют, что за организацией стоят граждане России со связями в военной разведке РФ. А вот исполнителями являются жители стран Балтии и Украины. Все эти люди с помощью посылок уже устроили часть взрывов в ЕС. В июле прошлого года, как заявляет следствие, в логистическом центре DHL в аэропорту Лейпцига загорелась посылка прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Второй взрыв произошел в грузовике службы доставки DPD. Третий взрыв был на складе DHL в Великобритании. И четвертая посылка со взрывчаткой не сработала из-за сбоя. Расследованием установлено, что мощные зажигательные самодельные взрывные устройства управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных виброподушках. Дополнительные смеси горючих веществ для усиления зажигательного эффекта находились в тюбиках из-под средств гигиены и косметики. Для поражающего эффекта использовался термит – вещество промышленного и военного назначения с чрезвычайно высокой температурой горения. Следователи провели более 30 обысков. К делу подключились спецслужбы ЕС, США и Канады. По данным полиции, участников вербовали через Telegram, платили криптовалютой. Группы также связывают с поджогом IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года. В России в марте этого года уже реагировали на заявление Литвы о причастности России к этому пожару. В МИД РФ тогда назвали эти заявления проявлением русофобии и мифом. Захарова тогда сделала вот это заявление. Мне кажется, им к врачам надо обратиться, потому что русофобия – это диагноз, это болезнь, заразная, передается. От нее, кстати говоря, лекарства покупать не надо. У России есть возможность нанести очень точный удар по Великобритании. Речь не о Лондоне, а о подводных кабелях, главных коммуникациях. Об этом уже пишет британская пресса. Sky News уточняет, далее цитата, «У Путина есть довольно точная карта их расположения, а поэтому сеть подводных кабелей потенциально представляет Москве, далее также цитата, уязвимую мягкую мишень для атаки». Эти линии обеспечивают важнейшие гражданские и военные коммуникации, электроэнергию и газ, вещи, которые составляют основу нашего общества. Но постоянно следить за сотнями миль подводных кабелей сложно, что делает их уязвимыми для саботажа. В материале говорится, что даже сейчас подводные кабели регулярно страдают от якорей и аварий, и все чаще звучат обвинения в адрес России. Например, в Финляндии ранее задерживали танкер, подозреваемый в повреждении энергетического кабеля Эстлинг-2 в Балтийском море. В Москве тогда отвергали любую причастность, а события прокомментировали так. А еще вот про кабели, что тоже пишут, что якобы это мы опять перерезали эти два кабеля в море Балтийском. Рыба пила. Западу придется платить огромную цену за бесполетную зону над Украиной, и речь о деньгах. Нью-Йорк Таймс пишет, что закрыть небо над Украиной и сбивать российские дроны – это не просто красивая картинка. Для НАТО это тяжелый шаг. В публикации говорится, что Пентагон или по-новому Министерство войны США вряд ли поддержит бесполетную зону, поскольку это означало бы переход от прокси-войны к прямой конфронтации. Кроме того, мир мог бы столкнуться с тем, что Североатлантический альянс продемонстрировал бы свою слабость в уничтожении беспилотников. Это один из вариантов.
Если западные союзники Украины возьмут на себя обязательство помогать защищать украинское небо, это создаст дилемму. Если они не смогут остановить российские дроны, это продемонстрирует бессилие НАТО. А если они будут перехватывать их дорогостоящими ракетами, единственным реальным вариантом с их текущими средствами защиты – это быстро истощит их арсеналы. В России, напомню, уже говорили, что если НАТО начнет сбивать дроны, то это будет означать войну РФ с НАТО. Кроме того, Лавров накануне повторил слова, сказанные Путиным, о том, что нахождение военных НАТО на территории Украины делает их законными целями для России. То есть РФ готова ударить по этим войскам. При этом в МИД РФ заявили, что Зеленский пошел в отказ и не принял условий, которые были ему озвучены после встречи Трампа и Путина на Аляске. Как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом, в том числе об этом говорят те цитаты, которые я только что привел. И понятно, что пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации России, по сути, превратить войну Байдена в войну Трампа. Зеленский же накануне вновь повторил, что готов к любым встречам, готов говорить с Путиным, но при этом уверен, что Россию необходимо принудить к миру болезненными ударами. Давайте послушаем. Путин має відчути, що його намір продовжувати війну. Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну, продолжать удары, в том числе переносить дестабилизирующую активность на такие государства, как Польша, Румыния, все это будет означать боль для России. Если России не больно, она воюет. Они должны ощущать большие экономические, политические и другие потери, чтобы мы, наконец, смогли приблизиться к миру. В то же время соратники Зеленского обвинили его в стремлении продолжать войну. В Украине продолжают обсуждать закрытую встречу Зеленского с депутатами от фракции «Слуга народа». Два заявления накануне активно обсуждались в украинском сегменте интернета. Первое сделал народный депутат Железняк, который на встрече не был, но ему рассказали коллеги о тоне разговора. Он говорит, что очень много депутатов проигнорировали разговор с Зеленским и просто не пришли в офис президента. А другая услышала о том, что Киев не собирается ничего отдавать россиянам. Речь о территориях. Конечно же, обсуждалось и большое количество внутренних вопросов. Президент публично сказал депутатам, что ничего им отдавать не будет и вообще все у них движется нормально. Короче, враг будет разгромлен. Ну, надеюсь, президент прав. Что касается врагов, президент достаточно эмоционально рассказывал, что есть одна проблема. Люди внутри страны, которые плохо говорят о стране-партнерам, ходят в посольство и устраивают там план «Шатун». Вирусным стал и ролик депутата Мазурашу, который в своем телеграм-канале сделал резкое заявление: Зеленский хочет воевать чужими руками. Встреча нашей фракции «Слуга народа» с президентом. Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего, но чужими руками. В посте Мазурашу также говорилось о том, что Украине на следующий год на войну необходимо 120 миллиардов долларов. Спустя несколько часов после этой публикации информацию об этой сумме подтвердил и сам Зеленский, но при этом уточнил, что задача не продолжать воевать, а завершить войну. Цена одного года этой войны – это 120 миллиардов. 60 покрывает украинский бюджет, а еще 60 мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план А – завершить войну, план Б – 120 миллиардов. И это большой вызов. Друзья, сегодня не буду задавать никаких вопросов, жду от вас просто ваших впечатлений от всех заявлений, которые вы услышали в комментариях под этим видео. Спасибо всем, кто вчера откликнулся на просьбу поддержать мое видео лайком, а вас таких практически 40 тысяч. Если не сложно, не забывайте ставить лайки, это действительно очень важно для YouTube и, конечно же, для меня. Подпишитесь также на канал, а я продолжаю и далее о потере Кремля. Громкая отставка в России. Путин теряет человека, который годами был с ним плечом к плечу. СМИ, подконтрольные Кремлю, пишут, что зам руководителя администрации Путина Дмитрий Казак подал в отставку, и это его решение. Заявление было написано еще на выходных. Накануне он должен был провести встречу с коллективом перед своим уходом. Оба источника говорят, что Казак рассматривает различные предложения перехода в бизнес. Казак – один из давних соратников президента Владимира Путина.
В начале 1990-х он руководил юридическим управлением Ленсовета. Затем перешел в мэрию Санкт-Петербурга на должность главы юридического комитета. На момент записи выпуска официальных комментариев из Кремля не было, однако отмечу, казак, вероятно, ушел не просто так. Ранее в медиа писали о возможном саботаже и даже предательстве. Буквально месяц назад в западной прессе появился материал, и я о нем рассказывал. Речь о том, что казак потерял влияние и доверие. Его место фактически занял Сергей Кириенко. И главная причина в том, что казак призывал Путина еще в начале этого года остановить войну, так как это была большая ошибка России. Об этом писала издание New York Times. Сегодня же 66-летний казак почти ни за что не отвечает. Многие его полномочия перешли к другому высокопоставленному помощнику, Сергею Кириенко. Сообщили 3 человека, близких к Кремлю, западный собеседник казака и американский чиновник. По их словам, Путин разочаровался в казаке, так как тот ясно дал понять. Он считает вторжение в Украину ошибкой. Ядерное оружие Запада у границ России и Беларуси. Такой вариант допускает новый президент Польши Кароль Навроцкий. После налета дронов на страну Макрон пообещал Варшаве для защиты перекинуть несколько истребителей «Рафаль», которые способны нести ядерные боеголовки. Навроцкий же подтверждает, что эти действия – часть потенциала и послания любому врагу о сдерживании. Надеетесь ли вы, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше? Это очень сложный вопрос. Как президент, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном обмене. У нее должны быть собственные ядерные энергетические возможности, как гражданские, так и военные. Партнерство между Польшей и Францией направлено именно на это. И это станет реальностью благодаря Нансийскому договору, который я с удовольствием подпишу как президент. Мы хотим дальше развивать этот потенциал. Польша и Франция – партнеры. Но вы надеетесь, что однажды у Польши будет собственный военный ядерный потенциал? Возможно, еще рано об этом говорить, но если вы зададите вопрос, должна ли Польша участвовать в ядерном обмене, я скажу «да, конечно». Я хочу сделать все, чтобы обеспечить безопасность Польши. Параллельно с этим заявлением внезапно о приближении Армагеддона заговорили в Казахстане. Президент Токаев заявил о возможном ядерном конфликте из-за геополитической нестабильности. Сильное беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. Россия выводит войска из Беларуси, отдан приказ. Военные со всех полигонов и не только с белорусских возвращаются в пункты дислокации. Учения «Запад-2025» официально завершены. Об этом заявили в России. В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. В Москве говорят, что за 5 дней на полигонах России и Беларуси в маневрах приняли участие 100 тысяч военных, 10 тысяч единиц техники, стратегические бомбардировщики и даже гиперзвуковые ракеты. Но теперь сигнал: учения окончены, армии сворачиваются и уходят по домам. В РФ напомнили, что в учениях принимали участие еще и военные представители Индии, Ирана и Бангладеш, а также наблюдатели из 55 стран. Были даже военные из США, которые своим появлением стали предвестником, как писала мировая пресса, потепления в отношениях между Вашингтоном и Минском. О том, что российские войска покидают Беларусь, сообщила и украинская погранслужба. Трамп – это все, что мы ненавидим. Фактически под таким лозунгом прошли масштабные протесты против президента США в Лондоне, куда он прибыл с официальным визитом. Тысячи людей вышли на улицы, встречая Трампа волной негодования. Колонна с плакатами и лозунгами прошла от Портленд-Плейс до Парламентской площади. Акцию организовала коалиция Stop Trump UK, объединяющая более 50 организаций, от борцов с расизмом до климатических активистов и сторонников Палестины. Организаторы требовали, чтобы правительство Великобритании показала твердость и ясно выразила отвращение к политике Трампа. Тем не менее, внимание мировой прессы было приковано и к самому приему Трампа в Виндзорском замке. BBC пишет, что Трамп стал первым президентом США, посетившим Британию с визитом высшего уровня, государственным визитом дважды. Первый визит состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока. Тогда Трампа принимала еще королева Елизавета II. На этот раз Трамп впечатлил британцев своим поведением. Несколько
несколько раз нарушив правила поведения, в частности похлопав по спине короля. А вот первая леди США Мелания стала звездой таблоидов благодаря своей шляпе. Француз призвал депутатов не размножаться и отправил подарок народным избранникам – 600 презервативов. Идея принадлежит человеку, который известен во Франции своими провокациями – Пьеро Лезиго. Вместе с контрацептивами, которые отправились в Национальное собрание Франции, он отправил и главный месседж – депутаты ведут себя настолько жалко, что лучше бы им не размножаться. Посылка ушла 11 сентября. По его словам, уровень парламента с каждым разом падает все ниже. Он осуждает поведение депутатов. Когда видишь, как избранники кричат, другие полулежат, кто-то не жмет руку, кто-то оскорбляет. И их демагогические речи, когда я слышу одних, утверждающих, что полиция – убийцы, других, что арабы виноваты в нынешней ситуации, а экологов, что надо есть меньше мяса, я считаю это смешным и неуместным. Как оцените идею француза? Только ли во Франции люди недовольны своими депутатами? Пишите в комментариях. Друзья, ну и на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.